Дональд Трамп совместно с генсеком НАТО Марком Рютте вчера поговорил с журналистами и признал то, что следовало признать уже очень давно. Многомесячные переговоры с Путиным ничего не дали. Путин ездит ему по ушам и плевать хотел на массовую гибель своих граждан. Похоже, все силы по обе стороны океана искренне верили, что договорничок случится. Европейцы рассуждали о переходе войны в холодную стадию. Российские элиты вместе с пропагандой будто искренне предполагали, что с 10 января 2025 года начнется новая жизнь. Представления, что Трамп и Путин смогут договориться, не на ровном месте строились. А на предположении, что Путину в принципе нужно выйти из войны, объявив себя победителем. И лучшего момента, чем переход в Белый дом настолько своеобразной администрации, не будет. Ведь поначалу новая американская власть не просто с большим уважением и теплотой отзывалась о Владимире Путине, но изо всех сил принялась легитимизировать его картину мира. В какой-то момент их заявления о зловредности расширения НАТО для России перестали отличаться от вечерних выпусков Владимира Соловьева. В какой-то момент идея, что войну развязали Байден и Зеленский, а Путин тут несчастная жертва обстоятельств, стала проговариваться почти прямым текстом. Трамп вел с Путиным душеспасительные двухчасовые беседы, отчитывал Зеленского в Белом доме, перекрывал Украине поставки оружия и обмен разведданными. Вице-президент Венс приезжал в Европу только за тем, чтобы поставить союзников в известность. США вообще не собираются ее защищать. Агрессивный изоляционизм трамповской администрации, явное желание дистанцироваться от европейских проблем, избавиться от войны любой ценой, которая Путина устроит. О таком раскладе можно только мечтать. Предположение, что Путин пойдет на сделку с Трампом, было популярным не из-за всеобщего чрезмерного оптимизма, а из-за чистой рациональности. Ведь от таких предложений здоровые психические люди не отказываются. Тебе предлагают выйти из войны, которая уже давно в тупике, где давно нет надежд на победу силами армии. Тебе предлагают все заморозить по линии фронта, то есть оставить за собой то, что удалось захватить, и выйти из войны не как агрессор, который хотел Киев за 3 дня, а получил кучу развалин и гору трупов за 3 года, но как жертва манипуляций подлого Байдена, которая не смогла смириться с приближением НАТО к своим границам. Трамп от Путина фактически ничего не требовал. Обвинял кого угодно, в основном Украину, но только не Путина. А взамен на одни только обещания прекратить стрелять предлагал сразу все. Снятие санкций, возобновление торговли, инвестиции, возобновление авиаперелетов, разблокировку активов. Короче, Путин просто так, абсолютно бесплатно мог получить себе возврат в 23 февраля 2022 года. Ровно поэтому Трамп до последнего верил, что Путин его не кинет, что пойдет на меры, если не за 24 часа, то за 100 дней. Потому что ему предложили абсолютно безупречные условия. Но вместо того, чтобы схватить Бога за бороду, Путин просто продолжил над Трампом издеваться. И если европейцы и путинское окружение плюс-минус к маю сообразили, что к чему, то для Трампа признание реальности явно стало непростым делом. Уж слишком дофига публичного капитала было вложено в эти переговоры. Уж слишком с большой уверенностью было заявлено, что все точно получится. А тут Трампу остается только признать провал. Потому так долго и держалась настолько необычная конструкция, в которой над президентом Соединенных Штатов Америки потешаются, как над последним терпилой. Врут ему в лицо, будто нарочно после каждого личного разговора стреляют по Украине пуще прежнего, будто нарочно дают оппонентам Трампа поводы шутить все на свете обидные шутки. Очень много времени потребовалось, чтобы влюбленный в себя и в свой талант заключать сделки Трамп публично и прямым текстом признал, Путин ему врет, и разговоры с этим вежливым человеком не имеют смысла. Плевать он хотел на все потери жизни собственных граждан. Для него это вообще не аргумент. Последует ли за этим действие – вопрос отдельный. Из того, что Трамп сказал вчера, однозначно следует только одно. Украине будет поставлено какое-то количество систем ПВО «Патриот». Многие СМИ поспешили озвучить точную цифру – 17 комплексов, что очень много, в 2,5 раза больше, чем дали Украине за все время войны. Но Трамп этого не говорил. Трамп, если честно,
сказал полную невнятицу. Он сказал, что есть какая-то страна, так ее и не назвав, у которой имеются 17 систем ПВО Patriot, большая часть из которых вскоре отправится в зону боевых действий. Что это за страна такая, у которой есть 17 лишних Патриотов, нам неведомо. 17 комплексов Patriot — это около сотни пусковых установок, еще примерно столько же машин обеспечения. Возможно, Трамп имел в виду не 17 комплексов, а 17 установок. Возможно, Трамп эту цифру просто выдумал на ходу. С него станется. По датам поставок, кстати, Трамп тоже себя никак не ограничивал и назвал штуки 3 разных в одной фразе, вплоть до «уже сегодня». Строго говоря, непонятно даже, на кого предполагается повесить оплату комплексов ПВО. Из слов Трампа следует, что за них заплатят не американские налогоплательщики, а НАТО. Что имелось в виду, непонятно. То ли бюджет самого НАТО как организации, но там явно нет таких денег, то ли скинутся все страны НАТО, но, видимо, не США. Важно было, видимо, донести, что платит не Америка, как при подлом Байдене, а кто именно – дело десятое. То же самое относится и к обещанным убийственным тарифам, которые будут примерно 100% и будут применены к России и ее торговым партнерам, если через 50 дней или около того сделка с Путиным по Украине не состоится. Ни одна цифра не произнесена Трампом конкретно, и, похоже, ни одна цифра толком ни на чем не основывается. Короче говоря, все вилами по воде писано. Но имеется факт. Перед нами совсем не тот Трамп, которого мы наблюдали весной. Тот Трамп, в принципе, не рассуждал ни о какой военной помощи Украине. Нынешний, по крайней мере, обещает системы ПВО, которые в условиях ракетных обстрелов – дело первой необходимости. Путину таким образом удалось сделать вообще невозможное – задолбать Трампа до такой степени, что он не только обещает Украине помощь, но откровенно высмеивает свои же телефонные разговоры с Путиным. Ведь каждый из разговоров хорошо заканчивается, но потом Трамп возвращается к супруге, а она ему рассказывает об очередных атаках по Киеву и другим городам, которые видела в новостях. My conversations with him are always very pleasant. I say, isn't that a very lovely conversation? And then the missiles go off that night. I go home, I tell the First Lady, I spoke with Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, oh, really? Another city was just hit. So it's like, look, he's, I don't want to say he's an assassin, but he's a tough guy. Еще, кстати, нельзя не заметить ремарку генсека НАТО Марка Рютте, который подтвердил то, что мы предполагали. Отправленный в Стамбул Мединский действительно читал американцам исторические лекции, действительно рассказывал о Рюриках. Во всем этом нам интересно вот что. Вождение Трампа за нас хотя бы объяснимо тем, что Путин не собирался заканчивать войну и с самого начала вел переговоры так, чтобы они ничем вразумительным не закончились. Но как будто нарочное доведение Трампа до ручки Мединский с историческими экскурсами такое вообще не объяснимо ничем, если только не считать, что цель Путина как раз и была в том, чтобы глумиться над Трампом настолько долго, насколько возможно. И теперь тот самый Дональд Трамп, который в первые пару месяцев своего срока чуть НАТО сгоряча не распустил, который об Украине без раздражения не мог и слова сказать, теперь тот самый Трамп сидит с генсеком НАТО и анонсирует помощь Украине. Фантастическое путинское достижение. Но есть кое-что для нас гораздо более существенное. Обсудим после небольшой рекламы. С 1 сентября мессенджер Max будет обязателен к предустановке на все смартфоны в РФ. А Минцифры планирует интегрировать с ним госуслуги, что фактически деанонимизирует пользователей. При этом, чтобы поддержать национальный мессенджер, Telegram предлагают блокировать или вовсе запретить. Поэтому, если у вас еще нет надежного и платного, а значит безопасного VPN, лучше озаботьтесь этим сейчас. Обратите внимание, например, на VPN Liberty. Я упоминаю его почти в каждом ролике, потому что он один из самых крупных наших рекламодателей, в том числе спонсор рубрики по обходу блокировок. VPN Liberty — это анонимный сервис со множеством серверов в разных странах, которые вы сможете легко менять по своему усмотрению прямо в Telegram-боте. С Liberty вы можете смотреть YouTube или Reels в Инстаграме, посещать запрещенные сайты, и даже сотрудники Liberty не узнают, куда вы заходили и что смотрели, ведь они не записывают и не хранят эту информацию. Мы, к сожалению, живем в то время, когда анонимность равнозначна безопасности.
Полную анонимность обеспечивают только платные VPN, которые открыто зарабатывают на подписках, стабильно работают и имеют сильную репутацию. Кстати, VPN это не так уж и дорого. У того же VPN Liberty скоро будет акция 1 месяц за 99 рублей. За эти деньги можно приобрести месяц безопасного интернета безо всяких ограничений, в том числе на количество подключаемых к VPN устройств. Акция такая бывает раз в год и продлится с 14 по 18 июля включительно и будет действовать для всех пользователей, и для новых, и для тех, кто уже подключил VPN Liberty. Кстати, этот VPN Роскомнадзор не единожды пытался блокировать, но безуспешно. Компания на рынке почти 2 года и знает, как препятствовать блокировкам. Так что, если вы ищете надежный, удобный и безопасный VPN, подключайтесь к Liberty. А если перейдете по ссылке в описании, получите пожизненную скидку в 15%. Продолжаем. Мы говорили о том, как Путин умудрился довести Трампа, который еще недавно об Украине даже без раздражения не мог и слова сказать, а теперь анонсирует помощь. Но есть кое-что для нас гораздо более существенное. Генсек Рютте привел оценку потерь, которая поражает воображение. По его словам, Россия с января потеряла на фронте 100 тысяч человек убитыми. Насколько такая оценка кажется реалистичной? Очень сложно судить. Масштабы потерь вообще один из самых заковыристых вопросов на этой войне. Единственная объективная оценка, на которую мы можем опираться, которая гарантированно не ангажирована и основана не на гипотезах, 116 тысяч убитых с начала войны, которые приводит медиазона, считающая некрологи. Мы знаем пары ограничения, которые есть у команды волонтеров и дата-отдела медиазоны. Во-первых, команда уже давно не успевает за темпом потерь. В последней сводке говорилось, что бэклог в обработке некрологов вырос почти до 10 тысяч. То есть команда волонтеров идет с внушительным отставанием. Во-вторых, на глаза медиазоне еще попасть надо. Недостаточно просто погибнуть. Нужно быть признанным погибшим, а не находиться в бесконечном пространстве пропавших без вести. Нужно, чтобы нашелся человек, который напишет в паблик хотя бы строку. И чтобы эту строку хоть кто-то смог найти. Полно таких сообщений выходит в муниципальных поселковых газетах, в закрытых сообществах бывших сослуживцев и одноклассников. Там никто и никогда их не найдет. Принято считать, что соотношение посчитанных некрологов с реальными потерями где-то 1 к 2. Но это представление весьма приблизительное и будет сильно отличаться для разных погибших. Условно, боевые пилоты и офицеры подсчитаны 1 к 1, всех знаем. А какой процент деревенских жителей без семьи и родственников попадает в эти списки, одному только Богу известно. Но если мы верим в это соотношение, если верим, что медиазона видит примерно половину, то данные Рютте могут быть близки к истине. Сейчас темп обновления медиазоны примерно 150-200 некрологов в пересчет на 1 день. Генсек НАТО же говорит, что Россия теряет 100 тысяч за полгода, то есть примерно 500 человек в день. То есть даже если оценка эта и завышена, то завышена не в разы. Если оценка все же плюс-минус реальна, она отвечает на повисший в воздухе вопрос: куда деваются люди? По независимым оценкам, ежедневно российская армия подписывает на контракт примерно 1000 человек. Так откуда берется такая остервенелость в поиске новых людей в солдаты? Почему менты должны людей пытками принуждать к подписанию контракта? С такими темпами рекрутинга армия вроде бы должна стремительно расти и наступать куда активнее, чем сейчас. Все с количеством личного состава должно быть так хорошо, что о дополнительных усилиях и речи быть не может. Но с оценкой в 100 тысяч убитыми за полгода все встает на свои места. С учетом санитарных потерь, то есть раненых или попавших в плен, 1000 новых контрактников в день – это мало. Тогда степень свирепости, с которой российское государство ищет людей на войну, становится логична. Тогда оказывается, что просто денег в этом вопросе уже недостаточно. Нельзя сказать, что мы стали ближе к оценке общих масштабов беды. Ведь этот год с его бесконечным наступлением явно выделяется своей кровавостью. Данные по нему нельзя экстраполировать на всю войну. Но цифры, конечно, впечатляют. Особенно в контексте. Мы вновь уже со слов Трампа и Рютте убеждаемся, что для Путина происходящее такая интересная игра просто, цель которой довести Дональда Трампа до абсолютного бешенства. Такой дружественный пранк с сотней тысяч трупов за полгода.
Не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего. И, судя по сказанному Трампом и генсеком НАТО, у них примерно то же ощущение. Ощущение, что такого просто не может быть, что перед ними не расчетливый диктатор, который поставил перед собой некие цели, а просто какое-то стихийное бедствие, которое невозможно остановить, которое глухо к рациональным доводам, которому говоришь: ты 100 тысяч человек положил ни за что, а он тебе про 13 век и Рюрика. Из всего, что мы увидели, напрямую следует неприятный вывод. Мы, в общем-то, вернулись к тому, с чего начали. Да, Трамп хотя бы осознал, что выйти из помощи Украине нельзя никак. Но это тот самый статус-кво. Украине дают какое-то оружие, чтобы сдерживать путинский натиск. Натиск этот переваривает все больше людей. Никаких идей, что с этим вообще глобально делать, ни у кого нет. Еще в начале весны, когда на усилия Трампа были какие-то надежды, мы говорили: хорошая новость в том, что сделать хуже невозможно. Худшее, что может случиться, это если не случится вообще ничего. Все вернется к тому состоянию, в котором было. К повседневному смертоубийству. Худшее случилось, и Трамп это признает. Нет таких слов, таких аргументов, такой рациональности, которые остановят того, кому нравится война. Классическая дипломатия времен Байдена не сработала. Трамп с его лошадиной энергией не сработал. И, стеля себе соломку фразами, что, дескать, ни цента американские налогоплательщики не потеряют, Трамп возвращается к тому же, что делал Байден. Хорошо, что самый влиятельный политик на свете больше не живет в иллюзорном мире, созданном для него Путиным. Но в реальности ситуацию это никак не исправляет. Война продолжается на неопределенные годы вперед. До завтра.